Гутен так, дорогие друзья, здравствуйте! Наш международный томатный эксперимент продолжается. Напомню, участницы из разных стран выращивают 5 одинаковых сортов томатов. Но у всех разный климат, разный уход, разные подкормки, разный грунт. Май выдался у нас, насколько я знаю, не очень теплый. Некоторые участницы высадили рассаду уже давно, а некоторые ждут глобального потепления. Интересно, мы сейчас посмотрим, как же развивается рассада и какие успехи делают наши подопечные. Всем привет! Земля Баден-Вюртемберг, Германия, город Бад Фридесхальм. Меня зовут Ирина. Вот так выглядят мои томаты на 17 мая. Им сегодня почти 90 дней с момента посева. 18 февраля я их посеяла, 9 апреля они были высажены в теплицу. За это время я их подкормила комплексным удобрением 20-20-20. И буквально дней 10 тому назад я обнаружила, что у томатов моих лист немного измельчал и стал немножечко закручиваться. Сейчас я вам покажу. Ну вот где-то вот так. И верхушка немножко стала закручиваться. И я подкормила их борной кислотой и сульфатом магния по листу. Но после этого у нас начались холодные температуры, дождь, пасмурно. И вторую обработку по листу я не сделала, подкормку. Поэтому ждем, когда выйдет солнышко. Сегодня вроде первый день. Нужно повторить. За это время, когда было пасмурно, недостаток солнца был, мои томаты очень вытянулись. Итак, наши подопечные. Огненная комета София. Она уже завязала пару помидорок. Вот я вижу, вот. Далее янтарный барон я тоже увидела, что он тоже уже завязал одну помидорку. Слива тетушки Сварло тоже. Вот одна помидорочка, вот выше еще одна уже завязалась. Самое интересное выглядит, конечно, это у меня японка. Она уже имеет такие крупненькие помидорчики. Вот, вот. Так. Из-за листьев я сама не вижу. Но здесь вот тоже имеется. Там. Здесь у меня два куста сидят в одной лунке. Я уже про это рассказывала. И суровая дыня немцев по Волжье. Она тоже уже с помидорками. Такими вот завязала помидорки. Германия, Баден-Вюртемберг. 2 недели не пролетели, они протянулись, потому что было очень холодно. Томаты спасали как могли, накрывали всевозможными тканями, пленками. Ходили, свечи зажигали. Что только не делали, чтобы их спасти. Вроде бы все стоят более-менее нормально. Но в росте они практически не изменились. Все плюс-минус одинаковые. Цветочки не открылись, но они есть, бутончики. Маленькие. Ждем. Надеюсь, не опадут. Надеюсь, не потеряем в урожае. Сегодня только я открыла свои туннели. На ночь оставлю полуоткрытыми, чтобы они немножечко попривыкли. А завтра, я надеюсь, у нас не будет уже дождя, будет тепло. И можно будет полностью убрать все укрытия. Томаты, конечно, очень жалко, потому что некоторые с голоданием вышли из-под туннелей. Буду сейчас наблюдать, что это, болячка какая-то, или же это просто неусваиваемость элементов. Поливать сегодня вечером я уже не буду. Пока за 2 недели они стояли в туннелях накрытые, я их даже не поливала, потому что было очень мокро. Шли дожди. Многие томатики посинели, но может быть это еще и особенность сорта. Будем смотреть. Следующие 2 недели у нас будут, так сказать, не решающие, но покажут уже полную картину. Польская слива тетушки Сварло. В росте сильно не увеличился, но неплохо стоит. Суровая дыня немцев по Волжье. Немножко макушка загнулась, да, немножечко уперлась в спанбонд,
но достаточно хорошо выстоял. Янтарный барон тоже неплохо, тоже макушка немножко загнулась. А в горшке я вытащила из-под укрытия с голоданием. Буду смотреть, какое голодание. Надеюсь, не кладоспориоз. Японка чувствует себя неплохо. Тоже кисть висит цветочная, но открываться только собирается. Ну и моя малютка огненная комета Софии выстояла, немножечко окрепла. Я надеюсь, мы пойдем дальше. Девочки, всем привет из Нижневартовска. Сегодня утро 19 мая. Показываю своих конкурсантов. Вот они. По-другому показать не могу, потому что здесь уже не отойти, трогать их уже не хочется, потому что они уже друг дружку держат. Если буду трогать, уже будут заваливаться. У нас еще этот холодно будет до -1, 3 дня. Потом уже поедут на улицу. Напомню, посев было 17 марта. Так вот, если может получше. Будет, все стоят в пол-литровых горшочках. Всех по 2 штучки. Думаю, наверное, буду высаживать их вместе. Поведу в один ствол. Подкармливала. Купила вот такой вот набор. Даже ровно не получается это показать. То есть вот и по скрипту. Просто, короче, здесь не разойтись. Меня зовут Светлана, район Фрайбурга, Германия. Сегодня я хочу показать свои экспериментальные томаты, посеянные 6 марта, высаженные в грунт 28 апреля. Первый сорт японка, огненная комета Софии, янтарный барон, суровая дыня немцев Поволжья, слива тетушки Сварло. В лунки я добавляла яичную скорлупу, луковую шелуху, немного земли с триходермой и вот эти удобрения долгоиграющие, 33 богатыря и микоризу буквально по щепотке. Холода мои томаты перенесли, в принципе, хорошо. Вот здесь еще один самый сладкий сорт Амела. Спасибо Алине за семена. Всем здоровья, мира, добра и хороших урожаев. Всем привет из Украины, Киевская область, меня зовут Катерина. Показываю свой томатный лес, абсолютно лес. Все уже переросло, корневая отличная, все очень просится в огород, поэтому начинается высадка. Некоторые даже уже цветут, причем так полновесно. Вот. А это наши конкурсанты. Кто из них, кто сейчас пока не разберу, потому что сложно их доставать, они пока друг дружку держат. Вот. Но помидоры все хорошие. Выдержали и солнце, и ветер, и дожди. Дождики их пополивали, они все позеленели, вот такие красивые, все классные. Вот. Но начинается сезон посадки, горячая пора, грядки подготовь. Все перекопай лишний раз. Вот. Даже если не копать, все равно копать приходится. Садить буду лежа, заглубляя хотя бы наполовину, потому что тоненькие они. Вот, да и высота у них уже где-то сантиметров 40-50. В общем, многовато. Но дождались нормальных теплых денечков, поэтому буду высаживать. Привет всем! Очередной обзор томатов. Янтарный барон. Первая кисть, только 2 цветочка. Далее есть бутончики уже на второй кисти. Побольше. Надеюсь, оправится. Суровая дыня немцев Поволжья. Первая кисть цветет. Вторые уже тоже раздвоение получилось стволика. Так оно и остается. Следующая теплица. Огненная комета София. Первая кисть довольно-таки хорошая. Все цветет. На второй
Бутончики тоже уже появились у кисти. Тоже раздвоился столик. Под навесом. Японка. Первая кисть очень даже хорошая. Вторая уже тоже начинает цвести. Ну и третья уже появилась. Еще под навесом польская слива тетушки Сварло. Первая кисть уже цветет, некоторые цветочки отцветают. Также раздвоение стволика. Пока в 2 ствола, ну а дальше посмотрим. Обрабатывала один раз 8 мая калий магнезием 10 грамм на 10 литров воды по листу. И 18 мая обрабатывала аминокат плюс липосам из-за того, что были холодные ночи. Доброе утро всем. Вот сняла укрытие с уличных томатиков. И хочу вам показать сегодня уличные томатики. Это польская слива. Мне нравится она мне. Почему-то всего 3 цветочка. Томатика еще нету. И второй ветки. Нет, второе соцветие есть тут уже. Есть. Что-то она мне нравится. Тут что-то отпало. Так, суровая дыня. Низкое растение. Крепкое растение. Так, вот она веточка одна. И тут пока еще ничего. Ну, стоят зелененькие. Так, это японка. Хорошую кисточку так выкинула. Вот вторая кисточка. Вот с ней я, наверное, подружусь. Вот верхушка. Так, это сержант Пеппер. Вот такой он у меня. Так, вот это огненная София. Большое растение. И я посчитала 3 кисти. 1, 2 и вот 3-я кисточка соцветия. Вот. Это янтарный барон. Так, вот его веточка. Так, ну вот тут за листиками спряталась. Еще хотела показать вам вишневый сироп Софии Савкай. Это вот укрытие. Так, вот он, вишневый сироп. Очень мне нравится. Вот какую веточку он выкинул. Вот он. И вот тут сверху уже вторая кисть. Нет, тут 3-я уже. Так. Это у меня трюм Софии. Интересно, кустик такой крепкий, крупные листья. Так, и вот хочу показать еще на этой икре рашбери кафтан. Но не цветет еще. Вот. Тут еще мечта Алисы удивляет. Выше всех. И сразу в самом начале это растение было выше всех. Меня зовут Ольга, я из Подмосковья. Я посадила помидоры 11 марта. Вот вчера, 2 дня назад пересадила в теплицу. Вот польская слива Сварло и огненная комета Софии. Пересаживала. София немножечко капризничала. 1 день повесила листики. Но сейчас прибодрилась, все хорошо. В лунку клала по горсти луковой шелухи, чайную ложку барафоски, горсть биогумуса и чайную ложку аминосила. Надеюсь, все будет хорошо. Сажала их лежа, потому что очень длинные стебли. Добрый день, зовут меня Наталья, Германия. Сегодня 19 мая. Вот мои экспериментальные томаты. 2 недели назад я показывала 2 томата японки, который был нормально посаженный, распикированный, который был выбраковочный. Вот он какой хороший, выбраковочный, с бутончиками. Потом идет суровая дыня немцев Поволжья, тоже с бутончиками. Вот. Не сегодня, а завтра будут раскрываться цветочки. Все хорошо. Янтарный барон тоже. У всех бутончики. У всех. Тут маленький, но есть. Ладно, не буду фокус наводить, времени нет. Тетушка Сварло. Тоже вот бутончик у нее. Тоже все хорошо. Огненная комета. Тоже с бутончиками. Не раскрытыми, но все хорошо. И вот у меня такая оказия произошла. То ли замерз, то ли сгорел, то ли чего.
Вот эта последняя ночь холодная была. Это от Софии Сааковой «Салют Виктории». Один единственный у меня томат, и вот такая верхушка у него. Нижние листья нормальные. Ну вот не знаю, оставлю, может пойдут боковые побеги. Все, на сегодня все. Здравствуйте, меня зовут Алла, я с Восточной Латвии. Меня любезно пригласили поучаствовать в вашем конкурсе, но с одной только, которую я смогла достать, огненной кометой Софии. Вот она перед вами. Скажу как-то, что эти сорта, я приобрела 3 сорта искушения, изумрудную парчу и комету. Они выглядят такие довольно посинеленькие, такие по отношению к другим, например, да, вот помидорам. Ну и как-то вот как листики, немножко у них опущенные. Рассада такая, хиловатенько выглядит, но будем посмотреть, что получится. Привет всем из Этлинген. Сегодня 19 мая, и так на сегодняшний день выглядят мои томаты, которые участвуют в эксперименте. Это суровая дыня немцев Поволжья. На всех томатиках уже бутончики. Так, это янтарный барон. Довольно хорошо подросли мои томатики за 2 недели. Так, это польская сливка тетушки Сварло. Тоже набирает цвет. Японка. Вот так вот выглядит. Везде бутончики. Это у меня еще один янтарный барон. Даже без подвязки стоит прекрасно. Еще не подвязывала. И самая высокая, это у меня огненная комета Софии. Она у меня самая высокая, как настоящая комета. А вот так выглядит амела. Девочки, кто выращивает, посмотрите, вот так у меня выглядит на сегодняшний день амела. И это, посмотрите на мой урожай сегодняшний. Подготавливаю грядку с другой стороны в теплице. И вот столько вот я выкопала вот этих полезных в кавычках личинок бронзовки. Моя рассада уже 2 недели живет на даче. Вот так она выглядит. Японка. Суровая дыня немцев Поволжья. Янтарный барон. 3 штучки Сварло. И 2 огненных кометы Софии. А вот сюда я их буду высаживать. Ну, не только их, конечно. Вот такая сетка. Хоть как-то спастись от солнца. Меня зовут Эрна. Хотела поделиться своим результатом экспериментальных сортов томатов. И вот перед нами янтарный барон. Ну, хорошо выглядит, но не видно еще никаких цветочных завязей. А вот здесь 234 номер у меня. Это северная дыня немцев Поволжья. Уже намного больше, чем янтарный барон. Но не видно также еще завязей. Как не скажешь о польской сливы тетушки Сварло. Друзья, посмотрите. Посмотрите. Уже у меня появляется цветочная завязь. Самый лучший из этих 3, которые у меня есть для этого эксперимента, это тетушка Сварло. Привет из Беларуси. Хочу показать вам свою рассаду. Сегодня и вчера вечером занимаемся высадкой в теплицу. Немножко запоздали, так как у меня рос тут лук в теплице. Поэтому пока подготовили под помидоры, прошло время. Хочу вам показать своих конкурсантов. Вот у меня польская слива тетушки Сварло. 5 кустиков. Затем суровая дыня немцев Поволжья. Дальше японка. 3 штучки. И огненная комета Софии. 2 штучки. Сеяла семена, сухими семенами 10 и 9 марта. Пикировала 27 марта. А в грунт
Высаживали вчера вечером и сегодня утром. Вот так выглядит моя рассада на данный момент. Еще остальная ждет своей высадки, потому что вот эту половину будем еще высаживать. Здравствуйте, мои томаты. Японка. Огненная комета Софии. Суровая дыня немцев Поволжья. Польская слива тетушки Сварло. И томат. Янтарный барон. Томат вне конкурса. Амела. Добрый день. Сегодня 19 мая 26 года. Хочу показать мои томаты. 29 мы высадили апреля их. Апрель был теплый, май был очень холодный. Вчера еще было 1 градус утром. Теплица по бокам открыта, крыша накрыта, а сбоку вот она такая открытая тепличка, что тут фактически холодно. Но поэтому томатики стояли, но я рада, что они так выжили. Это у меня тетушка Сварло, а слева томат, как он растет, у него уже бутончик завязался, а справа, который я обрезала. Это мой новый эксперимент. Это тетушка Сварло Б. Этот уже раздваивается, и у него же бутончик есть самоцвет, а это маленький, который я дважды обрезала, втыкала в землю, он принимался. Также и Амела. Слева кустик, как он рос, а справа был обрезанный. Тоже принялся, воткнув в землю. Здесь огненная комета София. У нее уже тоже бутончик. Вчера даже оторвала этот первый, самый большой, толстый такой бутон. Она синенькая стоит, но отошла, была слабая. Это у меня японка. Японка тоже уже раздваивается, и уже второй у нее цвет появился. Это у меня дыня немцев Поволжья. Ее почему-то очень любят улитки. Янтарный барон. Янтарный барон тоже уже раздваивается, у него тоже уже второй цветочек выходит. Удобряли при посадке органическими удобрениями. За эти 3 недели 2 раза поливали. Ну, 1 раз при посадке, потом 2 раза. Единственное, что мы подкармливали, мы поливали. Я настаивала яичную скорлупу на уксусе, и потом разбавляли 1 к 10, вот как кальцием поливали. Вот это и все. Девочки, привет! Я высадила свои томаты 14 марта в грунт. У нас ночью холодно, и поэтому под укрытие. Расстояние между саженцами где-то 40 сантиметров. А в лунку я кладу кофе и навозные гранулы. Девочки, вот он, янтарный барон. Высаживала 16 мая, 2 дня назад, в открытый грунт, потому что очень сильно перерос. И сажала его лежа. Оставила только вот 2 узла буквально. Но морозы пережил, слава богу, стоит, неплохо себя чувствует. Польская слива тетушки Сварло. Также был высажен 16 мая, 2 дня назад. Пережил заморозки благополучно, но очень пострадал. Вот у него видно, листики уже желтеют, была нехватка азота. Через недельку буду уже подкармливать азотом. Он, к сожалению, наверное, не выживет. Не смогла она одолеть эти морозы. Так что, скорее всего, у меня нет второго растения. Скорее всего, она погибнет. Ну, что делать? Вот так. И от суровой дыни немцев Поволжья осталась только надпись. Сейчас я ее убрала, потому что она совсем пропала. Все. Ее уже было не спасти, замерзла.
Последний конкурсант — это огненная комета Софии. Лучше всего есть сейчас, потому что она у меня в теплицу была высажена. Тоже лежа, зелененькие здоровые листья. Высажено было 2 растения. Вот первое и вот второе растение. Это более мелкое было, но я высадила оба. Открываю укрытие, под которыми томаты просидели 4 недели. И вот мои экспериментальные томаты, которые я высаживала очень-очень маленькими. Но сейчас ни на минуту не пожалела, что я высадила их так рано. Вот из маленьких они уже очухались даже в холод, даже под укрытием и чувствуют себя нормально. Суровая дыня немцев Поволжья. Материал их немножко тут придавил. Послезавтра буду снимать укрытие. У нас наступает жара и даже есть бутоны. Янтарный барон. Вот этот томат я вам показывала в прошлом обзоре. Съели слизни верхушку, и вот пошел пасынок, и он уже тоже достаточно нормальный. А этот посадила резервный, но я их теперь буду выращивать вместе. Никуда они от меня не денутся, не буду этот удалять, пусть растут вместе дружненько. Этот томат польская слива тетушки Сварло еще 2 недели назад был совсем малыш, прям очень-очень сильно слабый, какой-то желтый чахлый. Вот сейчас нормально себя чувствует. Японка распрямила свои листья. Ой, как красиво. Тоже верхушка немножко подмята. Там есть бутоны. Все с ней будет хорошо. Огненная комета София растет у меня в теплице. Вот так она сейчас выглядит. Не скажу, что прям возмужала, но ничего. Тут среди или огурцов, или кабачков, или вот этого моего итальянского кабачка, без понятия, я еще до сих пор никак не разобралась. Но это разберусь только тогда, когда высажу в грунт или подарю кому-нибудь рассаду, но не уверена, что это. Всем привет, Россия, Москва. Вот мои томаты на сегодняшний день, 17 мая. Примерно 25 мая им будет 2 месяца. Высажены были в теплицу 5 мая. Суровая дыня немцев Поволжья. Польская слива тетушки Сварла. Это сорт София Сааков. Просто кленовый сироп. Янтарный барон. Охровая вуаль. Все они на бутонах. Думаю, когда им будет 2 месяца, должны зацвести. Как раз несколько дней им осталось. 19 мая. Наши экспериментальные томаты. Первый японка, уже есть завязи. Второй суровая дыня немцев Поволжья цветет. Польская слива тетушки Сварла, только с бутонами. И аналогично себя ведет, чувствует янтарный барон. В общем-то, вид довольно печальный, потому что у нас были заморозки, держались ночью температуры +5. Они стояли все синенькие, сейчас немножко начинают отходить. Это огненная комета Софии с бутонами, еще не высажена в грунт из-за погоды. Остальные хвастаться особо нечем. Укрыть их возможности не было. Но сейчас нам прогнозируют потепление. Очень резкое потепление. Надеюсь, они оправятся и перенесут эти крайности. Это Углич, Ярославская область. Меня зовут Ася. Вот мои томатики. Здесь у меня низкорослые. Здесь у меня высокорослые. У меня только один томатик участвует. Это огненная комета Софии. У нас сегодня было
плюс 33. Но я вчера опрыскала эпином, вот они стоят. Все хорошо. Поднялась, растет. Вот это моя огненная комета Софии. Вот. И рядом у меня вот дубликат, который я посадила через месяц после первой. Боялась, когда она заболела. Но она почти догнала. Здравствуйте, 19 мая, Ленинградская область. Янтарный баран. И на его фоне японка, которая уже даже зацвела. И набирает тоже еще себе цветы. Замечательный ствол, лучше всего из всех конкурсантов себя показывает. То есть янтарный баран, японка. Следующий у нас это польская слива тетушки Сваровой. Тоже второе место я бы ей отдала. Сейчас из этих 4 кандидатов. Прекрасно развивается, хорошо растет. И хуже себя показывает эта суровая дыня немцев Поволжья. Ну, она немножечко пошла в рост. Помощник проверяет, насколько она пошла в рост хорошо. Ну, будем надеяться и верить, что все у нее будет хорошо. Уже нужно будет ее тут еще разочек подвязать. Поэтому 4 место сейчас это суровая дыня. 2 место это польская слива тетушки Сваровой. 1 место я бы отдала японке на данный момент. И 3 место это янтарный барон. Добрый день, город Черкесск, 11 мая. Вот мои конкурсанты. Каждому этому растению, у меня их 4, каждому растению будет еще по одному растению, потому что в лунку я сажаю 2 штуки вместе. Ну вот, например, у меня вот есть также суровая дыня, 2 вместе. Вот разница, как бы, посмотрите, тоже определенный опыт. Сидят в 0,5 в стакане. Коренастые, хорошие, никуда не тянутся. Эти сидят в квадратных 0,5. Первый раз пробую квадратные баночки. Ну, скажем, что 0,5 вот эти лучше. Ну, я для конкурсантов покупала. Еще вот в 0,8. Посмотрите на мою аурию жирненькую. Первый раз я сажала баклажаны. Баклажаны в них не пошли. То есть, опять же, баклажаны любят пересадку постоянно. Вот я посадила первый год в такие большие стаканы, посадила аурию. Естественно, я сюда не пикировала. Я сюда из стакана 250 пересаживала. Вот такая красавица моя. Ну, много разного всего. Вот. Уже практически подкормка только идет у меня аминосилом. Добавляю. Остальное уже практически водой поливаю. Потому что, конечно, они сядут в лунку. Вот они, красоточки. И будут там уже с другим удобрением. Солнечный привет из Анапы, Краснодарского края. Сразу же переходим к конкурсантам. Так, пожалуйста, огненная комета Софии. Цветет, обильно цветет. 2 подкормочки уже дала ей. Первый раз монофосфат калия, 2 раз кальциевая селитра, буквально позавчера. Вот, ну немножко она что-то привяла, наверное, от жары. Сегодня очень жарко. Вот. Суровая дыня немцев Поволжья. Вот тоже цветет. Вот. По-моему, где-то я видела. Пипочка была уже. Вот, ну не будем. Это самое, пусть развивается. Все нормально. Янтарный барон.